Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить новых героев из игры Brawl Stars. А лепить мы будем Кольта и Леона Оборотня. Ребята, если вы хотите, чтобы мы слепили и других героев из этой игры, то ставьте лайк. Давайте наберем 5000 лайков. Все видео с лепкой этих героев вы сможете найти в отдельном плейлисте, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Стоп, а это что? Кукурузные палочки Рузик? Ребята, это наш друг, веселый хомячок Рузик. Он приехал к нам в гости и привез кукурузные палочки. Рузик работает на кукурузной фабрике. Там производят кукурузные палочки «Большое путешествие» и Рузик Макси, а также еще много других вкусняшек. Кстати, вы их сможете найти на сайте Рузика. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Думаю, перед лепкой не лишним будет немного подкрепиться. Еще на сайте Рузика есть интересные сказки и раскраски с ним. Ребята, а вы любите кукурузные палочки? Напишите в комментариях. Первым сегодня я слеплю Кольта. Для лепки его штанов и жилетки мне понадобится смешать серый пластилин и темно-фиолетовый. Получился вот такой цвет. Далее слеплю все основные детали фигурки. Каркас для фигурки я, как обычно, сделал из алюминиевой проволоки. Кольт – боец, который открывается как награда на пути к славе по достижению 60 трофеев. У него небольшой запас здоровья, но высокий урон. Кольт стреляет мощным залпом пуль на очень дальнее расстояние. Эти пули больше по размеру, имеют большую дальность, способны уничтожать укрытия и летят вдвое быстрее обычных, при этом прошивая врагов насквозь. У Кольта несколько скинов, но я буду лепить его самый обычный скин. Он мне нравится больше всего. Первым делом я слепил ноги и туловище. Ноги немного нужно расставить и согнуть в коленях. Из светло-фиолетового пластилина сделаю Кольту ботинки. Далее установлю фигурку на подставку, чтобы было удобнее лепить. Снизу проволоку, как обычно, загибаю, для того, чтобы фигурка была устойчивой. Снизу подставки прилеплю кружок из картона, чтобы она не прилипала к столу. Теперь можно долепить ботинки. Для того, чтобы слепить жилетку Кольта, расплющиваем пластилин и вырезаем из него прямоугольник. Жилетку лучше прилепить к туловищу до того, как вы сделаете руки. Так будет намного проще. Для крепления рук буду также использовать алюминиевую проволоку. При помощи скальпеля делаю треугольный вырез на рубашке и прилеплю шею. А теперь слеплю сам воротник. Из пластилина коричневого цвета сделаю Кольту ремень, на котором будет висеть кобура для пистолета и патроны. Кстати, ребята, вы заметили, у Кольта 2 пистолета, а кобура одна. Непонятно, почему разработчики сделали именно так. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Для лепки головы я буду использовать пластилин бежевого цвета. Еще раз напомню, чтобы получить такой цвет, нужно смешать белый пластилин с небольшим количеством коричневого, и также можно добавить туда еще немного оранжевого цвета.
Соединим голову с туловищем и будем лепить прическу Кольту. Для лепки прически мне понадобится пластилин малинового или красного цвета. Прическа Кольта — это, наверное, и есть самая сложная деталь при лепке данной фигурки. Сначала вот таким образом делаю основу и затем начинаю потихоньку добавлять сверху пластилин. Средняя часть напоминает вот такую вытянутую, немного приплющенную капельку, затем добавляем 2 жгутика с каждой стороны. Далее добавляю еще пластилина на виски и разглаживаю при помощи инструмента. Теперь слепим бакенбарды. Из желтого пластилина сделаю звездочки на одежде Кольта. Теперь я вам покажу, как можно слепить Кольту револьверы. Для лепки револьверов я буду использовать скульптурный пластилин серого цвета и алюминиевую проволоку. На ручку револьвера добавлю немного темно-коричневого пластилина. Итак, ребята, вот такой у меня получился Кольт. Далее я буду лепить Леона Оборотня. Для лепки Леона Оборотня мне понадобится пластилин темно-синего цвета, темно-бежевого, зеленый, черный и серый. Также буду использовать каркас из алюминиевой проволоки. Сначала из темно-синего пластилина слеплю штаны. Далее прилепим ноги. Леон-оборотень ходит босиком, поэтому обувь лепить ему не нужно. Также Леон носит светло-зеленую футболку или рубашку с оборванными рукавами и синюю безрукавку. Устанавливаю фигурку на подставку. Теперь можно долепить ноги. Устанавливаю проволоку для рук и начинаю лепить сами руки. Кисти рук Леона я сначала слеплю из скульптурного пластилина серого цвета, а затем сверху покрою синим. По сравнению с обычным Леоном, у этого скина очень большие кисти рук, или возможно это перчатки, не знаю точно. Если вы знаете, то пишите в комментариях. На запястьях Леон носит черные браслеты с шипами. Для лепки шипов я буду использовать светло-серый пластилин. К белому добавил немного серого цвета. После лепки шипов на браслетах приступаю к лепке когтей на лапах.
К животу Леона прилепим большой кармашек, из которого будет торчать косточка. На шее у Леона, как я понял, висит оборванная цепь. Для лепки хвоста я использовал алюминиевую проволоку и серый и синий пластилин. Теперь приступим к лепке головы. Беру шарик синего пластилина и разрезаю его пополам. Далее с каждой стороны отрезаю еще по кусочку. Далее все это дело разглаживаю. Вот так получилось. Далее сделаем лицо Леона. Оно у него виднеется только наполовину. Делаю углубление для рта и заполняю его белым пластилином. Рисую зубы и леплю носик. А сверху на лицо налеплю немного темно-коричневого пластилина. Соединяю два этих элемента вместе и начинаю лепить морду волка. Я сразу сделал углубление для глаз и прилеплю носик и зубы. Также я сразу подготовил все мелкие элементы, которые будут располагаться на голове Леона. Внутреннюю часть глаз заполняю пластилином черного цвета, а уши розовым. Теперь добавлю на глаза зеленый пластилин и сделаю зрачки. Для того, чтобы глаза были поярче, добавлю на них еще желтого пластилина. Из светло-голубого сделаю брови. Теперь слепим шерсть на щеках. Голова почти готова, присоединяю ее к туловищу. Прилепим шерсть на задней стороне головы. Вот такой Леон-оборотень из Brawl Stars у меня получился. Ребята, спасибо вам всем за просмотр, за лайки и комментарии, также всем, кто поделился этим видео со своими друзьями. Если вам нравится наш канал, то подписывайтесь, если, конечно, вы еще не подписаны. Далее, как обычно, будут приветы от кота Вилли и фотографии лучших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. Сегодня от нас с Рузиком приветы получают Георгий Пухаев, Елизавета Сурикова и Даша Казаркина. Ребята, передаем вам огромный привет!